Итак, мы в Рио, на Копакабане. Завтра у нас карнавал, заключительный день, парад чемпионов. А сегодня мы гуляем по Рио, смотрим местные красоты. Копакабана – знаменитый на весь мир 4-километровый пляж в Рио-де-Жанейро. Это центр тусовок, отражение духа бразильской культуры. Яркий, позитивный, зажигательный. Ежедневно здесь собираются тысячи загорающих. Популярность Копакабаны пришла в 50-е годы. По одному из мифов, именно с Копакабана связана всемирная любовь к бикини. Все началось с того, как в 1948 году 3 туристки прогулялись по пляжу в раздельных купальниках, что вызвало дикий восторг местной публики. Зашли в кафе отведать знаменитый бразильский кофе. Заказав капучино, мы получили самодостаточный десерт, который на полкружки состоял из корицы и нутеллы. После этого я заказываю только эспрессо. Ну что, мы приехали на поезд, который поднимается к статуе Христа. Посадка в фуникулер происходит организованно. Ждать пришлось около 20 минут, а подъем наверх составил около 15 минут. Мы заняли места в конце с красивым обзором. Несколько фактов про статую Христа. Ее строили 9 лет. Была она построена в 1931 году. Строили ее на пожертвования. Что еще интересного? Статую примерно 4 раза в год ударяет молния. Было даже прецедент, что отсекло и 2 пальца, которые потом восстанавливали. Высота статуи 38 метров. Мы заплатили 250 реал на двоих. Это примерно 50 евро, по 25 на каждого. Подъем происходит на фуникулере, такой маленький поезд. Можно подняться на автобусе, цена такая же. Народу здесь, как всегда, очень много, не пробиться, вертолеты летают, шум стоит дикий. Но оно того стоит, безумно красиво. Статуя находится на высоте более 700 метров над уровнем моря. Отсюда открывается великолепный панорамный вид на город, на окрестности. Как вы видите, очень много туристов, все пытаются сфотографироваться вот так вот, в такой вот позе. А далее мы поехали на известную лестницу. Стала она знаменитой на весь мир благодаря чилийскому художнику Хорхе Силарону. Это стало делом всей его жизни. Лестница состоит из более чем 2000 кусочков мозаичной плитки, привезенных из более чем 60 стран мира. Около 300 плиток в лестнице расписаны вручную самим Силароном, и на всех них изображена беременная африканская женщина. Лестница Силарона названа журналом National Geographic самым большим произведением искусства в мире под открытым небом, созданным одним человеком. А сам художник Силарон говорил, что он посвятил эту лестницу бразильскому народу и самой Бразилии. И что работа над ней закончится только в день его смерти. Так и случилось. 10 января 2013 года он был найден мертвым на ступеньках своей лестницы. По Рио мы ездим на Uber, это очень быстро, дешево и с комфортом.
4 евро практически в любой конец. Оле купили новую кепку. Бразиль. Нравится? Очень. Мне кажется, классно вписывается. Такая клевая, освежает. Да? Цвет хороший. Вот сейчас мы летим в торговый центр, хотим что-нибудь посмотреть еще и покушать, перекусить. Мы уже почти полдня в пути, а вечер у нас будет тяжелый, поэтому мы хотим потом поехать к машине, немножко отдохнуть, полежать, поспать. Да, Оля сгорела на солнце тут у нас, поэтому надо ее срочно чем-то размазать, спасать. Будем спасать. Как большие любители природы, дальше мы отправились в ботанический сад. Он располагается по правую руку от статуи Христа Искупителя и насчитывает более 6000 различных видов тропических растений. А это аллея пальм. 750 метров состоят из 134 пальм. Все эти деревья произошли от одной пальма-матер, погибшего давно от удара молнии дерева. Здесь было очень много интересных растений, но я шла сюда только ради одного дерева с самым смешным названием, которое я слышала – абрикоса де макака. Увидев его в первый раз, я не поверила своим глазам, насколько фантастически оно выглядело. Крупные цветы с ресничками покрывают полностью ствол дерева, и вокруг раздается сильный запах, как в парфюмерном магазине, а позже на месте цветов образуются шарообразные плоды. Растение имеет второе название – пушечное дерево по-русски. Когда плоды падают, они издают звук, как выстрел из пушки. Это и послужило второму названию. Мы решили поесть и зашли в одно из кафе, которое очень популярно в Бразилии. Отстояли очередь, чтобы в него попасть. Кафе по системе шведского стола. Набираешь различные блюда, а на кассе тебе взвешивают и по весу определяют стоимость. И взяли вот такие вот наборы. Здесь что есть? Биф, долма, голубец, сальмон, кабачки, тартар вот есть. Различные салаты. Оля вот тоже взяла креветки, тартар, салаты. Едем на карнавал. Ну что, друзья, мы готовы идти на карнавал. Вышли, собрались, вот взяли с собой вещи, подушечки, камеры, а также спрей от комаров. Заказали Uber, но никто не хочет нас забирать. Надеюсь, что в ближайшие 5-10 минут приедем. Все, праздник начинается. Вперед! Карнавал – это грандиозное и захватывающее событие года. Он привлекает тысячи туристов со всего мира. Я здесь уже 3-й раз. Первый карнавал в 2011 году стал для меня самым ярким. Второй в 2016 году был самый эмоциональный, потому что мне посчастливилось принять участие в шествии по самбодрому. Чтобы принять участие в самом действии, вам необходимо примерно за 4 месяца до карнавала в интернете найти школы, которые предлагают карнавальные костюмы. Выбрать костюм и оплатить его. Цена костюмов колеблется от 150 до $600 в зависимости от популярности школы и красоты самого костюма. За день до события вам нужно забрать костюм по указанному адресу. После оплаты костюма вы получаете подтверждение и текст песни, которую необходимо разучить. В день карнавала вы приезжаете за пару часов до начала и попадаете в эту праздничную феерию, где люди со всего мира наряжаются в эти костюмы и готовятся к выходу, репетируют хореографию. Апофеозом всего этого является выход на самбодром. Вы попадаете в свет прожекторов, вас снимают десятки кинокамер, летают дроны, и ты видишь тысячи ликующих зрителей на трибунах. Это станет одним из самых ярких дней в твоей жизни. Карнавальная неделя состоит из 2 дней соревнований, в которой принимают участие 12 школ. 3-й день – это парад чемпионов. В нем участвуют победители, которые заняли первые 5 мест.
мы решили купить билеты на парад чемпионов. Наши билеты стоили 125 евро на человека на одну из центральных трибун. Кроме обычных трибун есть VIP-ложи, на которые билеты стоят в несколько раз дороже. Смотрите, что творится вокруг нас. Я надеюсь, что камера может передать хоть чуть-чуть ту атмосферу, которая здесь творится. Кстати, посетить карнавал можно и бесплатно, но занимать места в нулевом секторе придется заранее. Он рассчитан всего на 3000 человек, и сюда пытаются попасть все местные жители. Преимущество – это полное погружение в аутентичную атмосферу, недостаток в суете, можно остаться без кошелька и телефона. Нулевой сектор находится в самом начале самбодрома, поэтому с его мест не так хорошо видно выступление, но зато можно наблюдать, как артисты разминаются, репетируют и выезжают на аллею. Традиция карнавала уходит своими корнями вглубь веков и связана с африканским влиянием, а также с наступлением поста и отказом от мяса. Слово «карнавал» это и означает. «Прощай, мясо». Шествие состоит из групп танцоров не более 40 человек, 5-8 платформ, которыми управляют водители. Перед каждой платформой выступает женщина-знаменосец в блестках и перьях. Каждое выступление длится ровно 82 минуты. Карнавальную неделю не работает никто, кроме владельцев увеселительных заведений. А подготовка к следующему карнавалу начинается практически с момента окончания предыдущего. А сейчас посмотрите на лучшие моменты этого карнавала. Необычно видеть свой автобус где-то на другом конце земли. В данный момент это Рио-де-Жанейро. Здесь мы простояли 4 дня на этом вот пирсе. Тут много лодочек рыбацких, бывших рыбацких лодок. Сейчас они используются как для туристов, прогулочные катера. Приходят люди, садятся, уезжают на рыбалку, либо на отдых. Вот. Мы тут очень хорошо устроились. Есть подключение для воды. Вот сейчас как раз заправляю. Есть также электричество вот в этой коробочке снизу. Очень тихо в этом районе. Это спальный, как я сказал, в центре практически Рио. Сахарная голова. Отсюда улетают вертолеты, которые делают облет вокруг Христа, по Копакабане и так далее. В этих деревьях живут маленькие обезьянки, такие как белка. Очень необычные, милые животные. Также здесь, на этой улочке, тоже стоит пару кемперов. Рядом с нами стоит большой кемпер из Бразилии. Обычный спальный район, очень тихий. Это, наверное, одни из самых тихих ночей в Бразилии были. Сейчас уже 9 утра, начинается небольшая движуха, машинки начинают ездить, но улицы очень спокойные. Через дорогу находится яхт-клуб. По этой улице пройти дальше несколько магазинов, кафе и ресторанов. До Копакабаны идти 40 минут пешком, не спеша.
Ближайший пляж находится 10 минут отсюда. Небольшой частный пляжик, можно пользоваться. Очень удобно. Вот. Сегодня, к сожалению, мы отсюда уезжаем. Едем по Рио. Сначала на рынок, а потом пару музеев хотим посмотреть. И все. И будем, наверное, вечером уже уезжать из Рио. А недалеко от нашей стоянки, возле моста, я обнаружила плавающий приют для 6 собак. А это здание необычной формы – самый большой музей современного искусства в Южной Америке. Это знаменитое архитектурное творение Оскара Неймейера является визитной карточкой Рио-де-Жанейро. Необычное здание в форме летающей тарелки было построено в 1996 году. Сам архитектор так объяснил идею создания здания. Когда-то давно пролетавшая над городом летающая тарелка восхитилась красотами этих мест и решила остаться здесь навсегда. Приземлившись на этом месте, она положила начало музею современного искусства. Мы уезжаем из Бразилии и возвращаемся в Аргентину, а по пути заедем на водопады Игуасу и сравним бразильскую сторону с аргентинской.